Интересно, что приходит вам на ум, когда вы слышите слово «Париж»? Говорят, что Париж — это город любви. Говорят, что любовью тут пропитан каждый сантиметр. Так ли это? Есть ли у Парижа душа? Да, а вообще, есть ли у городов своя душа? Чтобы найти и раскрыть здесь свою уникальную любовь к городу, к жизни, к друг другу, прожить ее и прочувствовать, я и Стас приехали сюда на пару дней. А вообще, возможно ли за 2 дня, всего лишь за 2 дня, увидеть и понять то, что строили здесь веками? Этот выпуск будет интересным даже для тех, кто уже абсолютно все видел. В этом новом выпуске мы приглашаем вас прожить это особенное, глубокое, трепетное, воспетое чувство любви вместе с нами. Давайте дадим этому шанс. Я и Стас в Париже в первый раз. Хоть мы и живем в Европе аж 10 лет, но свидание с этим волшебным городом у нас впервые. Звучит забавно, правда? Романтическое свидание с городом. Как это может быть? Вы знаете, может. Я думаю, на Земле нет такого человека, который бы не слышал и даже не мечтал хотя бы раз здесь побывать. И тех, кто уже побывал, но думает о том, как бы поскорее сюда вернуться. Что это за особая магия такая? Что в Париже такого особенного? Когда мы ехали сюда, мы пересмотрели сотни, нет, не так, тысячи фотографий и видео, чтобы понять, куда же мы все-таки едем. И знаете, все это ни в какое сравнение не идет с тем, что ты чувствуешь, когда впервые лицом к лицу оказываешься здесь. Я большой любитель романтики и эстетики, и знаете, в Париже есть и то, и другое. Эстетичными здесь можно назвать все. Эти кафешки, невероятные музеи, улочки, сады и даже круассаны. Как вы думаете, какие они на вкус? Парижские круассаны. Когда приезжаешь в Париж, именно их запах, вот этой вот божественной хрустящей выпечки, это первое, что ты чувствуешь, когда просто гуляешь по улицам этого города. Давайте попробуем вместе. Закройте сейчас глаза на минуточку. Представьте себе утро в Париже. Ваше утро мечты. Почти наверняка в этом кадре будет чашка кофе и теплый хрустящий круассан. Легкий аромат сливочного теста, шелест бумаги из пекарни и то самое чувство, когда день начинается красиво. И вот тут я хочу вас сильно удивить, потому что круассаны вообще не французское изобретение. Их придумали австрийцы. После победы над Османской империей австрийские пекари придумали булочки в форме полумесяца, и так они отпраздновали свою победу. В 17 веке австрийская принцесса Мария Антуанетта, ставшая французской королевой, привезла эту выпечку во Францию. Французы усовершенствовали этот рецепт, добавили сюда дрожжевое слоеное тесто, в котором должно быть минимум 27 слоев. Мы заметили, что все французские булочные – это больше, чем просто место, это утренняя Мекка. Это философия французской жизни и их утренний магический ритуал. Люди заходят сюда за багетом или круассаном почти каждый день, общаются с пекарем, друг с другом, выбирают с любовью. И в этом есть свой опыт какой-то такой простоты и наслаждения мелочами. Во Франции говорят, хороший круассан не просто хрустит, он рассказывает свою историю, прям как мы с вами в этом видео. Когда мы думали про Париж, я совсем не знала, чего ожидать. У меня Франция ассоциируется с шато. Ну, знаете, такие
интеллигентные, с глубокой историей поместья и замки, где можно потеряться во времени. Недалеко от Парижа, всего в часе пути от шумного города, начинается совершенно другой, тихий и спокойный мир. Здесь шоссе сменяется аллеями из старых лип. Ветер пахнет травами и лошадьми, а за коваными воротами прячутся старинные шато, будто они сошли со страниц французского романа. Кто из вас читал французские романы? Признавайтесь. Как? Не читали? А как же граф Монте-Кристо? А «Три мушкетера»? Ну а «Нотр-Дам-де-Пари»-то вы точно читали? Так вот, есть рядом с Парижем такое особое место, где можно очень здорово провести время, отдохнуть, после дороги, например. А мы со Стасом ехали сюда 6 часов из Германии. Ну и самое главное – окунуться в настоящую изысканную Францию, как из тех самых знаменитых романов. Здесь не просто домики, это настоящие сцены старинного кино, на которых столетиями разворачивались свадьбы, дуэли, танцы и драмы. Но это не кино, это самая настоящая реальность, только она французская. Но больше всего в этих местах удивляет тишина, спокойствие. Но она не пустая, она наполненная топотом копыт, шелестом платьев, дыханием старинных камней. Здесь люди живут и влюбляются в друг друга и в мир точно так же, как и 200 и сотни лет назад. Здесь ко всему хочется прикасаться, со всем знакомиться, узнать ближе. Многие шато рядом с Парижем были не просто резиденциями знати, а конными, настоящими усадьбами. Если вы любите лошадей, вам здесь точно понравится. В шато де Шантилли до сих пор хранятся не только картины Рафаэля и Боттичелли, но и одна из самых красивых исторических конюшен всей Франции. Лошади здесь жили и живут не во дворе, а буквально под арками и фресками во дворце, ребята. Да, во дворце. Здесь пахнет кожей, сеном и чем-то бесконечно вечным. Каждый сантиметр здесь хочется фотографировать. Лично я здесь потеряла счет времени, потому что время в таких местах буквально останавливается, и ты просто живешь, просто чувствуешь. Но вернемся к французским романам. Если вдруг графа Монте-Кристо или мушкетеров вы не читали, вам точно хоть раз в жизни попадала в руки одна маленькая и очень сильная книга. Речь сейчас о нем, о маленьком принце, неординарного летчика Антуана де Сент-Экзюпери. Мы со Стасом хотим пригласить вас сейчас в одно особое место в Париже, с которым мы начали знакомиться с городом и которое точно стоит того, чтобы здесь побывать. Как же все-таки рождаются такие сказочные шедевры, которые до глубины души трогают даже нас, взрослых. Историю, которую знаем мы все. Историю о том, как это быть собой настоящим. Про мальчика с золотыми волосами, который прилетел к нам на Землю с другой планеты. Когда я оказалась здесь, у меня потекли слезы на глазах. Вы знаете, я столько раз читала эту книгу и представляла его, но Париж подарил мне нечто большее. Он оживил для меня маленького принца, оживил для меня целый космос, и это настолько близко мне, моей душе, и думаю, кому-то из вас тоже очень близко. У каждого из нас есть душа, глубокая и всемогущественная. Глядя на эти кадры вместе с нами, вы, скорее всего, вспомните об этом. Вспомните о том космосе внутри себя. Вспомните о том, какие вы настоящие. Маленький принц — это чудо, это письмо к самому себе и к тем, кто забыл, как это — смотреть сердцем.
Сам Экзюпери сказал про это однажды. Я написал эту книгу для ребенка, который живет внутри каждого взрослого. Или вот еще. Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Он сам нарисовал все иллюстрации, не считая себя художником. Ему важно было, чтобы рисунки были такими, как от руки, искренними, живыми. И вы сейчас вместе с нами видите их на своих экранах. Я не знаю, как вы, но я не могла не чувствовать здесь. Потому что книга — это про самые глубокие и самые искренние чувства. Она о любви, она о жизни, она о мечтах. Для меня эта книга — это маленький ключ к себе и к своей способности просто любить по-настоящему. Я оставлю вас здесь, побыть в этом состоянии, прежде чем мы продолжим дальше. Мы уже много сказали обо всем на свете, что связано с Францией, с ее культурой, но до сих пор еще не показали вам сам Париж во всей его красе. Я думаю, этот город зовет, и к нему у каждого из нас есть свой внутренний отклик в свое время и в своем месте. Париж известен своими мостами, их тут более 30 штук через величественную Сену, и у каждого из них своя история. На Пон-Нёв, например, раньше гуляли уличные поэты времен Людовика XIV, а сейчас здесь целуются школьники и мы со Стасом. Фонари на набережной Сены зажигаются до сих пор, вручную, каждый вечер. Ну и, конечно, он, Лувр, который помогает нам с вами узнать Париж с самого первого взгляда. До французской революции Лувр был резиденцией королей, и в этих стенах принимали послов, устраивали балы, писали указы и плели свои интриги. Под музеем до сих пор хранятся фундаменты старинной крепости. Просто представьте, по этим камням ходил Людовик XIV. И мы со Стасом, чтобы показать вам все его великолепие. Вернее так, мы хотели вам его показать и увидеть сами. Но случилось так, что он был закрыт. Из интересностей, однажды из Лувра украли Мону Лизу, и только спустя 2 года вернули. В 1911 году Джоконду украл сотрудник музея, просто спрятал под пальто и вышел. Она 2 года жила в Италии, и именно это ограбление сделало ее всемирной знаменитостью. Может быть, поэтому картина находится за пуленепробиваемым стеклом и охраняется сильнее, чем некоторые главы государств. Вообще, в коллекции Лувра более 380 тысяч произведений, но на выставке можно увидеть только около 8%. Здесь должна быть печальная, грустная музыка. Ребят, сейчас я буду вам жаловаться. Потому что мы пропехали 2 часа своими ножками, еле-еле, с тяжеленным рюкзаком, чтобы снять вам Лувр. И что вы думаете? Ваша версия? Он закрыт? Конечно, мы во Франции. То же самое, как и кафе. Выговорилась. Вообще музеи Парижа — это порталы. Здесь так красиво, что кружится голова. Мы хотим показать вам один интересный музей, не такой знаменитый, как Лувр, но тоже волшебный. У меня здесь буквально закружилась голова, потому что я засмотрелась на все эти волшебные статуи и даже чуть не упала. Вот она, сила французского искусства в действии. Мы небольшие любители музеев, но это просто потому, что мы никогда еще раньше не были в Париже. Музей Орсе — это бывший вокзал. Здесь поезда больше никуда не уезжают. Но движение здесь продолжается каждый день. Здесь есть настоящие импрессионисты — Мане, Дега, Ренуар, Ван Гог. И, кстати, в этом музее до сих пор хранят настоящую прядь волос Ван Гога. Да, его волосы, представляете? Прямо под стеклянным куполом бывшего вокзала возвышаются гигантские часы. Они остались с тех времен, когда здесь был вокзал де Орсе. И они до сих пор работают.
Если подняться на самый верх туда, где сейчас кафе и смотровая площадка, можно стоять перед этими часами и смотреть сквозь них на Париж. Вот это кафе Кампана – это одно из самых уникальных мест, которые мы со Стасом видели в Париже. Потому что здесь город мелькает за полупрозрачными цифрами. И есть такое ощущение, что ты как будто внутри времени. Как будто смотришь на Париж и видишь его и прошлое, и настоящее сразу. Если будете в Париже, забегите сюда на пару минут, пообщаться с временем и с историей, с чашкой теплого чая или кофе в руках. В этом музее есть и периодически появляется одна необычная экспозиция, посвященная котикам в искусстве. Да, французы обожают котиков, особенно как символ независимости, красоты и загадочности. В этом музее можно найти картины и гравюры с домашними кошками на коленях у парижанок, мастерских художников и на фоне окон. Скульптуры котов в разных позах, вальяжных, охотящихся, наблюдающих. Что в этом особенного? Я и Стас тоже большие любители котиков. И у нас тоже, как у французов, к ним особая страсть. Нашего кота зовут Бентли. Многие из вас с ним уже знакомы, и, кстати, в Париж он приехал с нами. И раз уж мы упомянули вам о Бентли, хотим вас вместе с ним пригласить на маленькую экскурсию в наш крошечный французский домик, который приютил нас на пару дней. Вот это Мазон а Коламбаш, полудеревянный домик с вековой историей. И мы сейчас с Бентли будем вам его показывать и о нем рассказывать. Фасады здесь из грубой древесины и светлой штукатурки, балки крест-накрест, как будто дом сам держит себя руками. Окна здесь крошечные, со ставнями, часто с цветами на подоконнике и маленьким садиком. У нас был вот такой маленький садик, по которому Бентли до сих пор скучает. Мы со Стасом жили здесь с ощущением, как будто мы приехали в гости к нашей знакомой, любимой французской бабушке и как-то по-доброму отдыхали от дороги и от всей большой городской суеты здесь. Знакомьтесь, мой штурман. Шеф. Вот они сидят, крутые пацаны, рулят. Париж не показывает себя сразу. Он смотрит, ждет, слушает. А потом в самый неожиданный момент открывается. И у нас это открытие случилось вот здесь, рядом со знаменитой Эйфелевой башней. Это место — сердце Парижа, которое бьется сквозь века. Весь мир влюблен в нее, но так было не всегда. Когда ее построили в 1889 году, ко Всемирной выставке парижане были в ярости. Ее называли скелетом, ржавой ракетой, уродством над городом. Французские писатели и художники писали открытые письма, критиковали с требованием ее убрать. Башню собирались разобрать через 20 лет, в 1909 году, но ее спасло радио. На вершину поставили антенну, и башня стала стратегическим объектом связи. Вот сейчас представьте, весь мир фотографируется у того, что чуть не отправили на металлолом, что стало самым сердцем Парижа, и где миллионы пар со всего мира создают свои семьи, вступают в брак, делают предложения руки и сердца. Кстати, в 2007 году американка Эрика Латур Эйфель официально вышла замуж за башню. Она даже сменила фамилию. Здесь делают предложение каждые 30 минут, и каждый раз как в первый. Думаю, это то, что официально можно считать доказательством того, что Париж и правда столица любви. Очень сложно поверить в то, что впервые она засветилась только в 1985 году, а до этого она была просто черной тенью ночи. Сколько же поцелуев под ней, сколько слез, и моих в том числе. Сколько людей приехали в Париж только ради нее, а уехали совершенно другими. Она вдохновила Эдит Пиаф, Хемингуэя, Вуди Аллена, множество режиссеров, актеров, влюбленных, детей и даже нас со Стасом. Вы знаете, это место вдохновило меня на то, что мы приходим в этот мир светить
и светиться. Да, светиться. Потому что именно наш внутренний свет включает и создает ту самую любовь. Именно наш внутренний живой свет помогает нам быть живыми и настоящими. И это про нашу с вами смелость сиять, быть, светить. Кто-то из нас боится светить. Кто-то думает, что он чего-то недостоин или не заслуживает. Кто-то из нас всю жизнь ждет разрешения, чтобы светить. Познакомившись с Эйфелевой башней, которую все сначала так ненавидели, а потом обожали, за которую сейчас выходят замуж даже люди, я поняла вот что. Каждый из нас пришел в этот мир не просто так. И если в глубине души мы очень хотим спрятаться и быть просто черной тенью ночи, то пусть Эйфелева башня станет для нас тем путеводным знаком, тем напоминанием о том, для чего мы все здесь. Каждый из нас, абсолютно каждый, обладает своим уникальным даром, своим светом, светом своей истины, своей внутренней силы, своей души. И если мы с вами не будем светить, то, возможно, целый мир никогда не познает чего-то по-настоящему ценного. Мне хочется отправить каждому из вас эти особенные слова из самого сердца Парижа, от Эйфелевой башни, с просьбой светить. Да, светите. Просто, пожалуйста, светите. Проявляйтесь, выходите из тени, будьте, живите, сияйте. Давайте попробуем это сделать. Попробуем смочь, как Эйфелева башня, которая тоже однажды смогла.